До середины XIX века на территории современного города Сочи жили самые свирепые воины Кавказа. Этот суровый народ именовал себя убыхами. Этнографы описывали убыхов как высоких, хорошо сложенных людей с красивыми чертами лица. На плодородной приморской земле этот народ жил очень богато. Разводил скот, занимался рыбной ловлей, садоводством и виноградарством. Накопление богатства способствовало расслоению убыхского общества. Главы самых зажиточных кланов имели неограниченную власть и устанавливали свои законы даже в других родах, что довольно необычно для горцев. Убыхи часто вели кровопролитные войны с соседями, в ходе которых захватывали многочисленных пленных. Последних не убивали, а превращали в рабов. Рабовладение убыхов развито было очень сильно. На каждых 10 свободных граждан приходилось 3 раба. Такого соотношения не было ни у одного кавказского народа того времени. В отличие от других черкесских племен, убыхи лишь формально считались мусульманами. На самом же деле основу их веры составляло язычество. Горцы верили в верховную богиню, мать всего живого на земле, Бытху. В честь нее отливали статуи из чистого золота, у подножия которых исполняли самые настоящие языческие ритуалы. Еще одной любопытной особенностью был убыхский язык. Он представлял собой что-то среднее между аксуйский и адыгскими языками. В алфавите убыхов было всего 4 гласных буквы и целых 84 согласных. Сейчас этот язык мертв. Последний его носитель ушел из жизни в 1992 году. В архивах историков сохранились только письменные свидетельства, словарь и грамматика убыхского языка. Исчезновение этой самобытной черкесской народности связано с Кавказской войной 1817-1864 годов. Убыхи много лет оказывали отчаянное сопротивление России. Генерал русской армии Милютин предложил переселить горцев в низинные районы Кубани и некоторых других областей Российской империи. Это предложение приняло около 40 убыхских семейств. Остальные держали оборону до последнего, до полного разгрома. Остатки черкесской армии во главе с князем Берзиком бежали. Мирное население, более 74 тысяч человек, эмигрировало в Грузию и в Османскую империю. Проживая разрозненно на Кубани, за границей, эта народность постепенно утратила свои самобытные черты и консолидировалась в числе других кавказских племен в единую черкесскую нацию. Язык и культура убыхов были утрачены. Сейчас почти исчезнувшая народность предпринимает попытки возрождения и восстановления своих прав.